Сейтаро Кимура. Тот самый человек, который ответственен за все то, что происходит с eFootball сейчас. Ведь именно ему принадлежит идея перевести PES на eFootball с обычной игры, за которую платят каждый год, на free-to-play проект. Насколько успешным или же провальным это решение оказалось по итогу, ну, как показывает время, не сказать, что Konami прям сильно потеряли. В то же время не сказать, что прям сильно много заработали, вышли на уровень тех же Electronic Arts, но тем не менее все не так плохо, как может показаться. Но этим летом продюсер, а именно Кимура, был смещен со своей должности. И очевидно, что после этого в игре грядут некоторые изменения. Приветствую всех на канале Realistic PES. Сегодня обсудим эту тему поподробнее, а заодно затронем тему, как смена Кимура повлияла на то, что Мастер Лига и прочие ништяки, которые мы ожидали в конце этого года, опять перенесены на неопределенный срок. В пучине всевозможных слухов, сливов по eFootball 2024 в августе месяце мы немножко пропустили новость о том, что у eFootball сменился продюсер. Опять же, Кимура ушел, и на его место пришел Макото Игараси. В принципе, что первый, что второй работали и над серией PES раньше, только немножко в иных должностях. И спустя время они все так же работают в Konami, они все так же работают над футбольным симулятором, только, естественно, их должности изменились. Сейтаро Кимура успел побыть продюсером и немножко понижен теперь в статусе, и теперь Макото Игараси занял его место. То есть, несмотря на смену и смещение со своей должности, Кимура не покинул серию eFootball. Он все так же работает над игрой, только в ином статусе. В каком статусе? Ну, пока что неизвестно. Именно с появлением Игараси на посту продюсера eFootball Ренан Гальвани связывает тот факт, что была удалена февральская дорожная карта. Если мы к ней обратимся, уже почти год прошел с момента ее публикования, то тогда Konami обещали, что во второй половине 2023 года уточнят информацию касаемо будущего кроссплатформенности, мастер-лиги и прочих ништяков в eFootball 2024. Однако 2023 год подходит к концу, новостей нет, и дорожная карта, хоть и текстовая, но пропала с официального сайта игры. И как раз таки с появлением нового продюсера некоторые планы могут немножко измениться. Конечно, серия eFootball тотчас не закроется, PES не вернется, к сожалению, но, возможно, изменится планы и подход к релизу будущих режимов, функций и тому подобного. Единственная проблема заключается лишь в том, что нам пока что доподлинно неизвестно, насколько весомыми будут эти изменения. Будут ли они в лучшую сторону или же, наоборот, в худшую, потому что пока что под руководством нового продюсера, как таковой информации, мы по игре особо и не получаем. Возможно, вот мне прям только что пришла эта мысль, возможно, с появлением Макото Игараси на посту продюсера мы как раз таки и перестали получать всякого рода слухи. То есть, несмотря на все минусы Кимуры, несмотря на все то, что это его рук дело касаемо eFootball, при нем мы получали хоть какие-то слухи и домыслы. Но с появлением Макото и таковых стало прям-таки мало. В общем, поживем увидим. Пока что будущее eFootball достаточно заоблачное и не до конца понятно, в каком направлении разработчики движутся. Потому что всем, кто играет в эту игру, очевидно, что у нее есть потенциал. И касается он как и игрового процесса, так и внутреннего наполнения контентом. Хочется верить, что декабрь станет поворотным месяцем в этом плане, и в декабре месяце под конец года разработчики все-таки удосужатся прояснить некоторые планы. Но, как оно зачастую и бывает, не забываем про фактор Konami. На Konami, надеюсь, на себя не плашает, то есть не завышаем ожидания. Когда казалось бы, что к анонсам располагает ситуация, положение, обстоятельства, Konami все равно могут молчать до последнего. И этого также не стоит исключать. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Как вы считаете, какое будущее у серии eFootball, в каком направлении вообще движутся разработчики, если они движутся куда-то вообще? Ну и в целом пишите в комментариях, довольны ли вы игрой на данный момент или же нет. Буду рад прочитать все это в комментариях. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и не забывайте поддерживать это видео своими лайками. Ваша активность — это двигатель прогресса. У меня же на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр и желаю вам всем удачи. До скорых встреч!